В предыдущем выпуске мы выяснили, что 7 печатей – это буквально 7 затычек, которые сдерживают большую ванну небесной энергии. Той энергии, что является фундаментом бытия и предназначена для созидания богочеловеческого града Иерусалима в 7 этапов. Всю эту необыкновенную силищу Бог отдал в руки человеку, но с одним важнейшим условием. Животворящая сила Бога – это не бездушная атомная энергия, которую можно разделить на топливные элементы и растащить по станциям. Энергия Бога – это внешняя жизнь Пресвятой Троицы, это духовная кровь Агнца, посредством которой и созидается наш тварный мир. Бог в прямом смысле приносит в жертву свою внешнюю жизнь, как бы закалывает и растворяет свою светоносную силу небесной премудрости, преломляет ее в 7 духов Божиих. Об этом в Писании сказано так. «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу». В живом организме все процессы, как известно, зациклены, кровь постоянно циркулирует по всему телу. Аналогично устроено и мироздание. Небесные силы постоянно круговращаются. С одной стороны, они постоянно как бы рождаются из бескрайнего океана троического света. Вот здесь целостный троический свет, а здесь он уже расщеплен на 7 духов. Далее ангелы, подобно водному потоку, проделывают свой жизненный путь, в результате чего возникает и существует наше мироздание. Все сложнейшее устройство нашего мира изначально строится на 2 системах – внутренний мир и внешний мир. Поэтому и ангелы сначала создают бытийную основу для всех внутренних миров. Символом действия данной силы является труба, звук которой и создается потоком, идущим изнутри вовне. Все, что есть во внутреннем пространстве нашей души, все это создается иерархией ангелов с трубами. Далее ангелы создают бытийную основу для всех внешних миров. Символ чаши энергии, изливаемой с внешней стороны и направленной вовнутрь. Все, что есть вокруг нас, все дома, города, планеты, вся Вселенная, все это создается ангелами с чашами. Поэтому эта необыкновенная двукрылая река, именуемая в Апокалипсисе Ефратом, собирается в точке человеческого сердца и в восходящем евхаристическом столпе устремляется к престолу Бога. Этот столб, где все силы мироздания собираются в одно целое, как раз и именуется звездой утренней, звездой восходящей. Таким образом, человек мог владеть державной силой бытия мира только при условии ее постоянного возвращения Богу. Итак, смотрим правильное движение бытийных энергий. Пункт 1. Господь изливает с неба свою домостроительную силу. Пункт 2. Человеки осваивают этот небесный ресурс, просвещают свой ум и на основе новых знаний создают и обновляют свои внутренние и внешние города. Земная жизнь человечества – это постоянное домостроительство. Творение изначально создано Богом как строительная площадка для возведения богочеловеческого горнего Иерусалима. Поэтому все цивилизационные народы постоянно занимаются строительством. Пункт 3. Результаты дел человеческих, наши дома, города и страны в духовном плане превращаются в славу. Слава – это результирующее состояние бытийной энергии Бога. Жизнь всего творения, всех ангельских сил, всех звезд, планет и народов в конечном итоге, как солнечный свет, пройденный через линзу, концентрируется в одну ярчайшую точку, находящуюся в центре человеческого сердца. И если этот пучок белого света мы не отдадим Богу, то слава всего творения всей своей мощью начинает выжигать внутренности души. Получается тщеславие, смертный грех. И далее запускается сценарий 7 ангельских труб.
показывающий, как энергия тщеславия испепеляет сначала внутренний мир человека, потом огонь перекидывается на внешнюю среду, и начиная с 5-го уровня, вместо домостроительства благодати и Царства Божьего, на земле воздвигается царство проклятия, царство Антихриста, царство ада и смерти, символом которого является мавзолей. И именно таким образом был осуществлен большевистский переворот в России, буквально разыгран по нотам апокалипсиса. И данная система духовного разрушения работает до сих пор и будет работать дальше, пока наш народ не начнет жить по плану Бога, предписанному в апокалипсисе. В 8 главе эта система действия бытийной энергии описывается так. После снятия всех печатей следует объяснение принципа действия тех самых 7 Духов Божьих. И когда он снял 7-ю печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса, и я видел 7 ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им 7 труб. А теперь прошу особого внимания, так как речь пойдет о восстановлении фундаментальных духовных кодов нашего народа, тех смыслов, что лежат в основе нашей русской цивилизации. «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом». Золотой жертвенник – это наш мир. Земная жизнь человечества подчинена главной задаче – предоставлять строительный материал для стройки вечности, для созидания горнего Иерусалима. Что это за строительный материал? Это наши молитвы, это наши богословские исследования, это творчество, богослужение, страдания, переносимые с терпением, любой труд, все, что делается во славу Божию. Символом данных духовных энергий и является фимиам, возлагаемый на земной жертвенник. Горний Иерусалим – это мир чистоты, поэтому все строительные духовные материалы, подготавливаемые на земле, проходят процедуру очистки огнем. Поэтому святая жизнь всегда связана со страданиями. Бог испытывает наши сердца, чтобы внутреннее содержание было пригодным для созидания Небесного Царства. Золотая кадильница – это как раз и есть символ человеческого сердца, того пространства, в область которого стекается результат всей нашей земной жизни. Стекается он, как мы уже выяснили, подобно свету, прошедшему через линзу. Познавая небесный мир и воплощая божественные идеи в нашу земную реальность, мы тем самым восходим по духовной радуге до высшего желтого уровня. Поэтому и кадильница, и престол имеют желтый цвет, цвет золота. И уже далее все лучи премудрости собираются в одну точку, в славу Божию, и восходящим евхаристическим столпом белого фаворского света отправляются к престолу Бога, который и символизирует созидаемый в вечности горний Иерусалим. «И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом». Дым фимиама, возносящийся с жертвенника, это и есть результат нашего земного бытия. Вот как важно достигать в любом деле чистоты. И не нужно унывать при страданиях, так как в результате всех наших горестей рождается то, что дороже всего мира. Вот в такой духовный формат должна преображаться энергия бытия, изливаемая с неба, в славу Божию. И только при таком раскладе вместо сценария разрушения запускается семиступенчатый сценарий созидания, сценарий домостроительства благодати. Если же человеки не славят Бога, то небесная сила превращается во всепоедающий огонь. «И взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения».
Кадильница, наполняемая огнем с жертвенника, это сердце человека, не славящее Бога. И в результате такого грубейшего нарушения техники безопасности вся энергия, то есть весь огонь с жертвенника выливается на землю. И все 4 этажа нашего земного бытия приходят в содрогание, потому что сам наш земной мир, он соткан из этого огня изначально. Голоса, громы, молнии и землетрясения – это раскачка всего традиционного мироустройства. Помните, как у Достоевского в «Бесах» раскачка такая пойдет, какой еще мир не видывал. И эта демоническая раскачка сначала выжигает внутренний мир человека, а потом перекидывается вовне. Именно об этом и трубят далее 7 ангелов. И 7 ангелов, имеющих 7 труб, приготовились трубить.